Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, события ближайших дней. Давайте узнаем, что случится, что произойдет со дня на день. И мы не ставим далеких сроков, я специально не указываю какого-то конкретного времени, не беру дистанцию, потому что я знаю эти маленькие карты с рандомным значениями цыганского пасьянса, которые мне очень давно. Они иногда, судя по вашим комментариям, вы пишете: «А у меня это проигралось». Я знаю, что это может быть и, ну, в среднем, может быть, неделя, 2-3 дня. У кого-то этот период может удлиняться и до 2 недель. Мы все разные. У кого-то вообще ничего может не проиграться. Давайте будем реалистами. Но, тем не менее, какие-то подсказки, как один из тысячи вариантов, рассмотреть стоит. Вот давайте узнаем, что произойдет в ближайшие дни, со дня на день, да. С чем могут быть связаны эти события? Итак, смотрим. Смотрю я, смотрите и вы. Так, пока не вижу совпадений. Ну вот уже и первое, в самом начале. Подкова, символ семейного счастья, личная жизнь. Видимо, вот она на первом месте будет стоять в ближайшие дни. И здесь ведь у кого что? У кого-то это может быть связано с тем, что какие-то поездки запланированные или контакты, но все же это очень доброе значение. И хотя у вас, смотрите, выпадает еще молния, это какое-то неожиданное известие или, может быть, как новость, новость от родственников, новость. Иногда друзья у нас ближе, чем родственники, да, вот именно те люди, которые вхожи в ваш дом, ближний круг окружения вашего, ближние какие-то контакты. Ну, может быть, и вы просто-напросто находитесь в отпуске и сейчас больше занимаетесь собой или тем, что вы отложили на долгий период времени. Хотя все-таки тут какая-то судьбоносность у вас просматривается, потому что, смотрите, как будто Деве по судьбе или какая-то новость, или именно решение некоторых вопросов, которые касаются, может быть, и вашего дома. Все-таки подкова иногда говорит о домочадцах, о наших любимых. Ну, вот то, что я все уже рассказала вам, да. Но и конкретно дом, как будто стены. И, может быть, важные какие-то согласования вы будете делать. Или это будет касаться построения планов на будущее. Но тут тогда я готова сказать вам, что у вас что-то складывается очень даже красиво, хорошо. Уверенность, якорь, какие-то возможности, мои дорогие, не пропустите. И ведь не всегда возможности приходят тем путем, как мы это ждем. Иногда молния– это как перезагрузка, когда мы, ну, намеревались уже что-то другое делать, заниматься, тут на тебе какой-то сюрприз. Сумеем ли мы увидеть эту возможность или нет, зависит уже от нас. Но явно у кого-то это может быть новость, связанная, повторюсь, именно с личной жизнью, семьей, делами домашними. Но для кого-то ведь может совсем по-другому. Как будто новость, она касается работы или какой-то внешней ситуации. И вы тут будете какой-то пазл складывать. И вы знаете, вы все равно сложите, как будто по судьбе. Вот есть те моменты или то, что приходит на ваш порог в ближайшие дни, мои дорогие девы. Обратите внимание, тут и для уверенности, для упрочения собственного положения, собственных позиций, все же якорь. Но еще и карта добавляет доброго значения, потому что кольцо– это прочный союз. И, может быть, это по части, правда, личной жизни, для кого-то решение вопросов. По личной жизни, к примеру, если вы прежде встречались, дружили, контакты какие-то были, то тут я вижу укрепление взаимосвязи. Выпадает голубь. Когда голубь выпадает, это, знаете, мир, покой, благополучие в квадрате, да, ну вот как сам по себе голубь. Такие значения. И в нашем пасьянсе мы можем сложить те значения в картах, которые выпали в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Давайте посмотрим. Ну вот смотрите, есть какая-то неуверенность, тревога, например, да, как сердечная тяжесть. И это не есть какая-то конкретика внешняя.
или когда мы можем это увязать. Нет, это внутреннее какое-то состояние неопределенности. Ну, как ваше настроение? Мы, кстати, узнаем сейчас, что там по поводу настроения в ближайшие дни. А ведь внешне все хорошо. Может быть, и новость где-то, ну, и выбивает из колеи, я вполне такое могу предположить. Но, тем не менее, для вас-то все складывается очень даже интересно со знаком плюс. Ладно, пока с вами говорила, не вижу совпадений, поэтому давайте дополним картами Таро ваше настроение в связи с этими событиями. Ваше настроение, мои дорогие девы, в ближайшие дни. Как вы будете себя чувствовать? Планов громадье. По семерке кубков это много планов, но тут еще есть элемент иллюзорности, ну хотя вы люди реальные, но может быть это вы как раз и продумываете, стоит ли этим заниматься или нет. Хотя вот с учетом этой молнии, знаете, правда может прийти какая-то возможность, и для вас нужно все же траекторию просчитать более конкретно, все же якорь. Может быть, нам и хочется сразу в несколько направлений стартануть, а все же карта нас призывает к реальности. И, кстати, любая семерка – это какая-то путаница все-таки предусмотрена. Посмотрите, мои дорогие девы, у вас карта силы. Мои дорогие девочки, для вас это вообще карта волшебная, это карта вашей силы, женской силы. Да, это карта дипломатии, но это карта вашей привлекательности, интереса именно лично к вам. Иногда она об этом свидетельствует. Это когда противоположный пол больше знаков внимания, или когда вы как магнит притягиваете или внимание, или взгляды, или контакты с противоположным полом, у вас как раз здесь будут, ну, так более, может быть, больше самих по себе контактов или каких-то, даже, знаете, когда люди, пусть по деловым вопросам, тем деловым вопросам, которые вы решаете, именно с противоположным, вот как с мужчинами, например, мы говорим о девочках. Так вот, вас будут, ну, как-то более внимательно слушать, с большим интересом относиться к вам, потому что именно вы какой-то активизируете интерес. И это тоже для нас даже по работе или по каким-то делам, по бизнесу. Это для нас такая более выигрышная, согласитесь, позиция. Мои дорогие мужчины, это интересная женщина, которая у вас этот интерес может разогревать. Важная женщина, которая тоже обладает магнетизмом таким. Я могу такое предположить. Но для каждого из вас ведь эта карта в первую очередь дипломатия. Да, энергетика, как у мага. Но если мы говорим о карте мага, как о более холодной, такой расчетливой карте, потому что маг, он великий практик. А здесь нет, здесь мы, ну, так это делаем более в мягких энергиях. Почему? А вот этот лев, который прообраз наших эмоций или эго, мы держим на поводке, на короткой цепочке. Нам изображен лев, и его держит прекрасная дева. Видимо, какие-то обстоятельства еще пока не дают с низкого старта действительно куда-то либо отправиться, либо что-то начать осуществлять, к чему-то приступить. Нужно что-то просчитать и не отказаться. Вот такое настроение. Чего не упустить? Вы чувствуете возможности. Но пока, вот я так вижу эти карты, вы чувствуете не только, кстати, возможности, но и вашу ресурсность. Это касается всех. Все-таки по полу карту мы не рассматриваем. И карта силы – это и есть все-таки сила. Но куда мы эту силу применим? Здесь что-то должно быть либо точечно и очень выверено. Знаете, вот как выстрелить по мишени и попасть в яблочко. Либо вот эта сила, энергия, она тоже в каком-то правильном направлении. Но вы воодушевлены. Это факт. Настроение тут как надо, мои дорогие девы. И если у вас тут выпадала карта, ну или значение крест, судьба, то здесь у вас еще раз судьба, но в виде колеса фортуны. Когда выпадает колесо фортуны, это всегда цикличность. Так вот, вы понимаете, какой-то период жизни как будто заканчивается, или вы чувствуете. С одной стороны, вам это нравится, потому что по семерке кубков это все-таки настроение у нас хорошее. Это мы чем-то вдохновлены, или много планов, много интересов. И это лучше много, когда вообще ничего, и когда апатия. Поэтому, если прежде
но была какая-то история, которая так себе, или, мои дорогие девы, было состояние, может быть, вашей души, как эмоциональное выгорание. Нет, здесь идет все на подъем. Поэтому по части настроения, да шикарно, карта силы и колеса фортуны. Но ведь и правда нам карта говорит, куш железа пока горячо. И, может быть, это два старших аркана. Когда старшие арканы– это на вас, на вашу судьбу, на то, что вы будете предпринимать, куда вы отправитесь, или на ваши решения, и влияют обстоятельства извне. Как и сами по себе обстоятельства, как и новости, может быть, даже в средствах массовой информации. И каким-то образом это перекликается, какая-то общая температура по больнице, по миру, с тем, что вы собираетесь осуществить, какие-то планы построили. И тогда тут для вас по колесу фортуны какой-то красивый пазл начинает складываться. И карта нам говорит, ты не упусти момент, сегодня есть, а завтра нет. И тут действительно, верьте в себя, верьте в свою звезду. Ну и будьте готовы к неожиданностям. Все же колесо фортуны– это карта неожиданностей. Но это когда для вас со знаком плюс, опять же. И пусть даже начинается что-то криво-косо непонятно. Но мы ведь часто думаем, что если возможность приходит, она так должна прямо во врата широко как-то войти, да, с каким-то триумфом сразу. Да нет, вот как раз что-то такое, знаете, вибрирующее, на каких-то основано предположениях. Так вот, вы даже предположения свои не прогоняйте. У вас и вообще ваш знак зодиака до конца 2025 года, ваша задача, это как ваша миссия. Научиться слушать самого себя или саму себя. Потому что ваша интуиция, она работает на максималках. Она именно вам будет давать подсказки даже в тех случаях, когда логика молчит. Вот будут много и до конца 2025. Поверьте, мои дорогие девы, для вас будет еще много ситуаций, когда логикой не понять, не просчитать. А вот душа мудрая, она как заостряет ваше внимание на чем-то. Или, может быть, и на ком-то. Или на каком-то деле. Или на какой-то поездке. Или на участии. Или, может быть, у кого-то, наоборот, отказ от участия. Ну, два старших аркана, повторюсь, события влияют на вас. Именно те, как и люди где-то на вас влияют, так и то, что происходит вокруг. Ладно, в каких сферах жизни вы будете принимать важные решения? Давайте узнаем. Личная жизнь, ваш дом, ваше место проживания, ваше место планируемого переезда. И одновременно карта нам говорит, опять же, старший аркан, Луна, 1000 неопределенности. Слушай интуицию. И я должна добавить, избегайте толпы. И избегайте толпы не только та, которая, ну, мы можем случайно оказаться даже на улице, да, или где-то в какой-то, ну, при обстоятельствах, в какой-то обстановке, но это может касаться даже коллектива, или вы в какой-то двойственной ситуации. Тогда эта карта говорит, тебе как будто третьим путем, и ты ни одной стороне, ни второй стороне не даешь своего вердикта или не даешь согласия, увиливать придется. Вот это факт, это есть, и это в целях самосохранения, мои дорогие. Но это шикарно карта проиграется по части эмпатии, личной жизни, любви. Это карта именно чувственной любви, мои дорогие, чувства самого. Когда мы больше учимся доверять самому себе, понятно, ну и нашему партнеру. И по части, когда есть именно такие доверительные, теплые, нежные отношения, эта карта вот эти все чувства усиливает дважды, а может быть и трижды, кто знает, но это все идет со знаком плюс. Но мы тогда и себя сохраняем, и наших близких, наших любимых, все то, что нам дорого. И это не есть материализм, нет. Нам как будто нужно еще предстоит решить какую-то задачу, и ведь по аркану Луна, ведь это тоже, это не есть как, хотя на карте Луна всегда или две колонны, или ну вот тут две свечи, как будто вправо, влево, вот мы тут не можем выбрать. Нам между именно нужно как-то просочиться. В какой сфере жизни? Вот я... Тут ведь эта карта, опять же, старшего аркана, может, но больше она будет со знаком плюс. Это сфера личной жизни, дома, достижений, в плане последующих каких-то планируемых событий.
Хотя даже если вы оказываетесь в какой-то ситуации для вас совершенно неожиданной, тогда просто помните, что вам ни вправо, ни влево, вам куда-то своим путем. В какой сфере жизни вы будете принимать важные решения? Вообще фантастика. Да, ведь это карта благополучия. И здесь важно все. Да, это все сферы жизни. Понятно, это и сфера работы, наших достижений. Мои дорогие девочки, с Луной. Если это для вас сообразно по возрасту, по поставленным целям, я жду ребенка, вы можете в ближайшие дни, в ближайшем будущем узнать вот такую новость. Мои дорогие мужчины, ну правда, важная женщина в вашей жизни какая-то. Я допускаю, что у кого-то это может быть даже руководитель проекта научного, ну или руководитель, может быть, еще какого-то проекта, да, то есть, ну, важное лицо, будем говорить. Может быть, даже в лице чиновника, но это не для всех. Это вы сами, мои дорогие. Это еще и статусная карта. Мы по полу все же карту не рассматриваем в большинстве случаев. Эта карта нас призывает надеяться сам на себя. И, видимо, вам придется вот этот средний какой-то фарватер. Впереди Луна. Как объединить что-то. Не сказать однозначно кому-то да или нет. И от чего-то не отказаться, и еще с чем-то не согласиться. И при этом надеяться на самого себя или на саму себя. Не отказаться от собственных планов. Императрица плодовита. И не буквально только, а еще на какие-то планы, на ваше вдохновение, на творчество. Потому что она умеет сказку сделать былью. Это по вашей части. И поэтому, пока вы не отказываетесь от своей мечты, она реальна. А вот продумать буквально пошагово, может быть, и создать для себя план минимум, план максимум. Для вас нет ничего невозможного. У вас сильная позиция и карта, как, кстати, это статусная карта, кто-то будет продумывать именно о статусе в личной жизни, как смена статуса на кону у кого-то стоит, но у кого-то это может касаться дел личного творчества, личного дела какого-то как бизнеса или продвижения карьеры. Ну вот тут, правда, сила ваша есть, и сила где-то она и одновременно, как и когда вы надеетесь сами на себя, и этим ваш знак зодиака очень силен, но когда вы еще и никому ничего не обещаете. Будьте внимательны, тут вы должны сохранять сами себя. Это касается абсолютно всех. Ну, может быть, и ваших любимых, близких. В какой еще сфере жизни? Вот смотрите, ну, наверное, карты говорят, дева, тебе просто необходим отдых, потому что есть какая-то рутина. Может быть, было в предыдущий период много работы. А ведь и правда я делаю расклад, когда у нас ретроградный Меркурий. Меркурий – это ваша планета-управитель. И она вас тоже не призывает куда-то рваться, спешить. Хотя для кого-то колесо фортуны здесь будет проигрываться как нежданно, негаданно, вроде ничего не предвещало. Я уже себе тут что-то распланировал. Но какая-то краткосрочная поездка или какой-то краткосрочный вопрос, когда вам все-таки ускориться придется. Или когда вы узнаете какую-то новость, информация придет. Но так или иначе, для кого-то это побудительный будет мотив для того, чтобы сбросить вот эти 10 жезлов. Самому себе задать вопрос, ну и сколько я буду это тянуть? Ну и сколько я буду в какой-то двойственной ситуации с кем-то соглашаться? Ведь карта призывает, если мы говорим сфера жизни, да, жезлы, дела, работа, бизнес. Но это еще и домашняя рутина, между прочим, мои дорогие. Мои дорогие девочки, кстати. Пусть каждый делает то, что в силах. Ведь мы часто хотим помочь даже нашим детям. Потому что, видя, как они мучаются в решении каких-то простейших тем, вопросов, кажется, ну, елки-палки, сейчас я сама или сам, пару минут у меня сейчас все отлично, все понятно. Мы упускаем один момент, что дети должны сами научиться плавать в этой сложной жизни. И все ведь это через опыт приходит. И вы это, кстати, ваш знак зодиака знает лучше всех. Потому что у девы чаще всего не бывает легкой судьба. Ну, как-то так. Пусть я лучше ошибусь, но вот даже по моим наблюдениям и по тому, что я составляю гороскопы, я смотрю вот по планетарным даже транзитам, но вот как-то не дается ничего даром. И поэтому вот, наверное, вам настало время
немножко ослабить поводья, мои дорогие. Отдыхайте в центре именно вы. Или ваша личная жизнь. Два раза в центре. Тут у вас все придет в свое время. Вы как будто от этого не уйдете, потому что у вас выпадает колесо фортуны. Вы знаковая персона. Повторюсь, есть какая-то ваша миссия, а уставшие люди делают ошибки. Да из-за усталости мы вообще ничего не видим. Есть такая поговорка: света белого не видим. Вот из-за усталости такое может быть. Ладно, давайте мы достанем карты поездки, возможные перемещения, путешествия куда-то далеко или поближе, или по инстанциям. А вот смотрите, по семерке пентаклей, ну, тут не есть как ускорение какое-то. Тут пауза, мои дорогие. Поэтому поездки могут откладываться. Какие-то визиты не состыковываться. Будьте к этому готовы. Правда, ретро Меркурий нам говорит о сбивчивой информации, о том, что тут вообще какая-то тень на плетень находит, и много еще каких-то непонятностей. Но уже где-то после 11 до 10-11 это ретро, а потом уже жизнь набирает темп, и нам даже астрологически середина августа, так постепенно мы в жизненный ритм таки входим, а к концу месяца и того придется ускориться. По семерке могут пентакли не срабатывать какие-то договоренности, или, мои дорогие, я бы сказала даже по-другому. Тут есть какой-то регламент, и мы бумагу не можем ускорить какую-то, да, пусть это очень важное, а вот именно с этой бумаги начинается ваше движение или ваша какая-то активность, поэтому не бегите, правда, вот на поездки нас не призывают, вот к вам кто-то может приехать. Я тут больше вижу, что это к вам. Может быть, и вы будете собираться, что-то продумывать. Вот, кстати, по семерке пентаклей какую-то поездку, встречу продумывать вы можете. Но или, может быть, вы знаете, как вам предложат куда-то отправиться, и это будет связано либо с личной жизнью, историей любви, либо когда вам очень захочется. И если эту поездку недолгую, например, можно осуществить, вот буквально теперь. Недолгую я имею в виду, это не на года, не на месяцы. Потому что по рыцарю кубков это не есть длительная дистанция. Это в моменте здесь и сейчас. Вот тогда отправляйтесь. Вас это вдохновит. И вы отдохнете. Точно. Вот по личной жизни какие-то перемещения, может быть, и мелкие, может быть, и покрупнее, а может быть, это планируемый отдых, отпуск. Но здесь, знаете, вы немножко на своей волне, и это будет правильно. Вам, мои дорогие девы, нужно отдохнуть и сделать некоторую перезагрузку. И смотрите, а у кого-то может быть и так. Вы планируете путешествие, и вы пока не видите, что то путешествие, оно должно состояться именно в нужный срок, в нужное время. Потому что тут, как вами руководит судьба, колесо фортуны. Поэтому, если у вас что-то откладывается, вы не тушуйтесь. Вы, ну, где-то не сетуйте на судьбу. Потому что я вижу, что пусть даже поездка отложилась, ну, значит так, в небесных скрижалях прописано. Значит, вы откладываете, и это по судьбе, потому что какая-то поездка у вас может быть судьбоносной. Или в этой поездке вы встретите важную персону, человека, или узнаете какую-то информацию. То есть как будто все расписано. И оно должно быть так, как уже Высшим Творцом где-то предопределено. И есть тут в этом моменте судьбоносность. Какое продолжение следует? Давайте узнаем. Для дев вот эти все события, которые мы с вами раскрыли, продолжение следует? Да. Тут какое-то взаимодействие. По шестерке пентаклей помощь высших сил. И все то, что я только что сказала, уже не повторяюсь, но тут действительно что-то будет продолжено из разряда того, что должно. Вообще эта карта будет говорить о том, что есть еще и финансовые некоторые вопросы, которые вы можете решить очень красиво. И я допускаю, что для кого-то из вас, знаете, будут продолжены контакты даже с тем человеком, который наперед, может быть, вам нужен, может быть, это бизнес-партнер, может быть, это какой-то друг или какая-то иная связь, контакты, когда именно взаимодействие. Почему? Потому что шестерка пентаклей – это баланс в первую очередь. Когда вы что-то даете человеку, или вы для него в чем-то учитель, и он для вас также является либо учителем, либо, ну вот есть, опять же, взаимодействие. Поэтому это будет продолжено, то, что в гармонии,
то, что на благо, то, что на преувеличение. Вот этому определенно будет волшебное продолжение. Это то, что вам будет нравиться. И поэтому все то, что я говорила, мои дорогие девы, ослабьте где-то собственное, как бы, поводья собственной колесницы. Куда-то себя не торопите. Для вас, вот как по императрице, она сама для себя важна. И даже если смотрят меня мужчины. Ну, есть какие-то темы сейчас личной жизни, дома, ну, или то, что вы долгое время оставляли на потом, а просит ваша душа. Вот именно этим в ближайшие дни, как будто карты и советуют заняться. Потому что высшие силы за. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые девы. Берегите себя, правда. Все же не призывают нас карты куда-то самим торопиться. Если придется ускориться, ну да, я тут допускаю все-таки с колесом фортуны не упустить момент. Но у нас императрица в центре, а с одной стороны бережем себя, карта Луна, тысяча неопределенности, интуиция, дела домашние, а с другой десятка жезлов, когда у нас уже согнуло от этих жезлов. Я благодарю вас, мои дорогие девы, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.